Деление на богатых и бедных не обходит стороной ни одно современное общество. В крупных городах есть не только элитные дома, но и целые кварталы самостроя из подручных материалов. В них может отсутствовать привычный водопровод, канализация и электричество. В этой подборке мы расскажем о самых известных трущобах мира. В Египте на окраине Каира есть район Маншият-Насир, который еще называют городом мусорщиков. Здесь проживает около 40 тысяч человек. Они получают плату за то, что собирают и вывозят отходы из ближайших населенных пунктов. Далее мусор сортируется, направляется на переработку или сжигается. Условия, в которых живут люди, оставляют желать лучшего. Воздух вокруг буквально пропитан едким запахом, но местные привыкли, переработка отходов приносит неплохой доход. Столица Венесуэлы Каракас не раз называлась самым опасным местом в мире. Оно и неудивительно. Почти 70% населения живет в трущобах. О нужде бедных красноречиво говорит башня Давида. Недостроенный небоскреб в 45 этажей люди превратили в самые высокие трущобы планеты. Относительно комфортно здесь живут около 700 семей. Воду и свет они провели своими силами. Кроме мест для ночлега, в башне Давида есть склады, магазины, прием зубного, парикмахера и даже детский сад. Виша-31 – самые большие трущобы Буэнос-Айреса. Здесь, в самом центре города, живут около 100 тысяч человек. Их дома не обозначены на карте, потому что построены без каких-либо разрешений. Много лет назад Вишу-31 начали активно заселять мигранты из Боливии, Парагвая и Перу. Сегодня это квартал с высокой концентрацией наркоторговцев и мелких преступников. Власти их особо не контролируют. Трущобы тем временем продолжают расширяться. Город-крепость Коулун в Гонконге до 1994 года был самым густонаселенным местом в мире. На участке размером с 2 футбольных поля проживало около 50 тысяч человек. Коулун долгое время находился на территории британской колонии и одновременно принадлежал Китаю, который из-за удаленности не мог контролировать поселение. Фактически там не действовали никакие законы, что привлекало криминал. В начале 90-х годов в Коулуне было самовольно выстроено 350 домов и действовало около 500 подпольных фабрик. В 1994 году город-крепость снесли, теперь на его месте организован парк. Без трущоб не обходится ни один крупный город Бразилии. Самые известные появились на холмах Рио-де-Жанейро еще в конце 19 века. Сейчас там проживает не менее миллиона человек. В 90-е годы эта местность была опасной для заезжих туристов. Значительные изменения произошли накануне проведения в Бразилии чемпионата мира по футболу и Олимпиады, когда фавелы наконец-то зачистили от преступных групп. Сегодня в этих трущобах все еще нет нормальной системы водоснабжения и канализации, да и безопасно стало далеко не везде. На окраине столицы Гаити находится район трущоб и хижин с красивым названием Сити Солей, в переводе «Город Солнца». В условиях нищеты здесь проживают более 250 тысяч человек. У них отсутствует канализация, на улицах горы мусора и нечистот. Полиция в Сити Солей заходит крайне редко, что приводит к росту преступности. Районом правят главари местных криминальных банд. Много жизней уносят болезни и вирусы, так как на нормальное медицинское обслуживание рассчитывать не приходится. В густонаселенной столице государства Бангладеш проживает более 10 миллионов человек. Бедняки строят свои хижины прямо вдоль железной дороги. Там, на рельсах, они и проводят всю свою жизнь. Домики нищих построены из разных отходов – старого целлофана, тряпок, бамбуковых палок. Между путями жители умудряются устраивать огороды. Некоторые держат домашний скот. Услышав гудок поезда, люди разбегаются и уступают ему дорогу, чтобы не попасть под колеса. Трущобы города Дакка относительно безопасны. Их населяют хоть и бедные, но доброжелательные люди. Самое опасное поселение Нигерии – трущобы Макока, или, как их еще называют, Черная Венеция. Это несколько улиц, нависающих прямо над водой. Люди живут в ужасных деревянных хижинах, которые в любой момент могут рухнуть. Раньше здесь была рыбацкая деревушка, поставляющая продукцию всему городу. После сильного загрязнения традиционное занятие стало невозможным. Население района составляет не менее 150 тысяч человек, которые давно приноровились к тяжелым условиям жизни. Самые большие африканские трущобы расположены в Кении, рядом с городом Найроби. В Кибере живут от 200 тысяч до 1 миллиона человек. Туристам рекомендуют не посещать этот бедняцкий район, ведь никакие правовые законы там не действуют. Всем руководят бандиты, из района не вывозят отходы, поэтому новые хибары строят прямо на свалках, часто из мусора. Водопровод здесь есть, но кран может быть всего 1 на десяток хижин. То же самое касается электричества и канализации. Частые вспышки холеры, туберкулеза и СПИДа для местных жителей, увы, стали печальной обыденностью.
Самые большие трущобы расположены в Индии в городе Мумбай. Свою известность они приобрели благодаря фильму «Миллионер из трущоб». В Дхараве в условиях антисанитарии проживает 1 миллион человек. Большинство людей находится за гранью бедности. Они ютятся в палатках или хижинах из фанеры и тряпок. В местные реки сваливают отходы. Вода давно имеет зловонный запах. Несмотря на жуткие условия, жители Дхарави выглядят опрятно и стараются следить за собой.